Друзья, кому-то из вас достанется этот автомобиль. Прямо сейчас залетайте в телегу, вся информация там. Начинаем следующую серию охоты на волка. Вот на этой приваде волки ходят, поэтому я продолжаю серию на этом месте. Всем приятного просмотра. Вот так делает дятел, когда кормится. Прошло где-то 10 дней после добычи волка по снегу. Но у нас резко началась весна. Тепло, сейчас плюс 13. Но была грязь, я не смог приехать. А сейчас приехал посмотреть фотоловушку и как тут мои телята. Оказывается, все в порядке. Волки все сожрали, вухналь. Вот так вот. Ну, фотоловушка моя стоит. Как бы что-то она сняла. Посмотрим. Опа-на! Да, дорога вся вытоптана волчьими следами. То есть здесь обстановка нормальная, рабочая была. Даже сдачу оставили после теленка. Такое часто бывает. Они метят, так сказать, свою территорию. Это нормально. То есть зверь есть. Вот, наверняка это стая. Так что будем смотреть. Выгружаю телка. Вот, положил телочка. Поставил фотоловушку. Из файла фотоловушки видно, что в половину второго ночи пришел волк-одиночка. Поел, потаскал и ушел. Затем в 3:20 пришло два хороших крупных волка, скорее всего переярков, обнюхали все и начали питаться. Где-то полчаса ели, один из них даже лег, потом ушли. Под утро пришел матерый волк, одиночка с мощной головой и шеей, поел, поковырялся и ушел. На следующую ночь пришло 3 волка. Наверное, та стая, что я раньше видел. Только не хватало 4-го. Может, это я его и подстрелил по снегу. Шумно, с разборками ели, дрались друг с другом за каждый кусок. В это время приходили каждый день, пока не закончились телком. Ну что, телка моего начали жрать. Близко подходить не буду. Сейчас возьму фотоловушку, посмотрю, что здесь. Ну что, посмотрел фотоловушку. Моего телка начал жрать волк-одиночка. Выел всю шею. Но это может и хорошо. Потихоньку, по одному, и следует забирать отсюда волчков. Так даже удобнее, не пугать остальных. Картинка та же самая. Будем ждать зверя. Зайчик в приват прибежал. Начались брачные танцы у зайца. Скорее всего, здесь одна самочка и 2 самца. Выясняют отношения с друг другом, играются, бегают. В общем, жизнь продолжается. Куница. Бежит не к приваде, а на поле. Но что-то с картинкой. Контрастность, яркость. Видать, мороз потянул, и картинка изменилась. Но ничего. Да что ты, глухой что ли? Не останавливается. Все, сел, пора. Шлепок был, должен лежать. Тут это ж, наверное, он. Сейчас пойдем посмотрим. Да, это он. Скорее всего, это тот крупный, с мощной головой и шеей, волк-одиночка, который приходил под утро. Попадание куда и целился. Вниз груди, по кишкам. И вышло через бедро задней ноги. Отлично. Ну все, дотащил волка до машины. Все нормально. Это уже 3-й зверь в этом месте. Одиночка. Так что здесь остался еще один одиночка. Пара прошлогодних переярков и стая из 3 особей. Поэтому охота по волку
продолжается. Работаем дальше. Приехал на приваду. Тилка нет. Все сожрали. Вылезали, вычистили. История повторяется. После добычи волка прошла всего-навсего неделя. Но за эту неделю волки сожрали приваду полностью. Ни косточки не оставили. То есть как бы начинаем все по новой. Подкармливать, кормить и заниматься. Сейчас подкормлю, поменяю фотоловушку. Ну и посмотрю, что там было. Кто из них остался. То есть здесь уже было за брата 3 волка, волчица и 2 матерых самца. Ну посмотрим, что будет дальше. Ну, фотоловушка у меня стоит. Посмотрим, что она сняла. И будем думать дальше. Ну все, подкормил. Меняю сейчас фотоловушки. И смотрим. Так, загорелась. Отлично. Все, ставим ее наверх. Поехали смотреть вот эту домой. И покажем вам, что тут интересного было. В эту же ночь, когда добыл волка, под утро пришел шакал. Но к приваде не подошел, побоялся. Затем, как по графику, пришло 3 волка. Уже знакомая мне стая. Обнюхала все и начали жрать. Все крупные, достойные соперники по еде. Один из них, самый жадный, наверное, своим задом отталкивал другого. Всячески пытался ему помешать жрать приваду. Контролировал своего соперника и еще раз отталкивал его. Наконец-то распределились по местам кормежки и быстро закончили с остатками телка. Разорвали по частям и быстро рассощили по своим укромным местам доедать его. На следующий день пришел одиночный волк, оторвал привязанную ногу и унес ее. Прошло 2 ночи после того, как я заложил телят. Сейчас пойду посмотрю, что там. Ну и буду садиться. Зверь-то голодный. Все-таки неделя прошла после того, как он доел этих всех последних. Сейчас посмотрю. Если начали жрать, буду садиться. Да, ну телята не тронуты. Наверняка не было никого. Ну, меняем фотоловушечку. Сейчас эту убираю, смотрю, а другую поставлю. И будем принимать решение. Ну вот и все. На соседнем поле солнышко село. Можно и мне залазить в засидку. Время мое пошло. Ну, в общем, подошел, посмотрел. Никто телят не жрал. И фотоловушка показала, что никто не подходил даже, не обнюхивал их. То есть зверя нет. Эта стая вполне самостоятельна. И когда она подходит, неизвестно. Но все равно дома делать нечего. Принял решение садиться в засидку. Пока зайчик пришел, жду дальше, что будет. Вот он, справа на поле стоит. Луна светит. Зверь меня увидел. И уходит. Все, ушел. Вычислил. Так. Ушел. Отбежал метров 300. Остановился, вернулся, колеблется, всячески сомневается. Жрать-то хочется. Ну, думаю, что там за чучело сидит под посадкой в своей засидке. Нет, все-таки убедил себя, что опасно, и ушел. 21:35 подошел волк как раз на расстояние нормально, но луна светит как люстра. Он увидел меня, что я здесь сижу. Тем более я завошкался, начал быстренько гляделку убирать, карабин хватать и рванул назад. Так что при такой луне делать нечего. Надо текать домой. Настала зима в наших краях. Ну, я поехал посмотреть, что тут творится. Одного телка начал жрать. Ну, все вытоптано. Топтались хорошо. Ну, хорошо. Забираем свою фотоловушку и ставим другую.
И садимся в засидку. Так. Что она здесь поймала? Ну хорошо. Посмотрим. Ну все, поставил свеженькую фотоловушку. Пусть она ловит. А мы пошли. Беру вот эту. Все замерзшее. И пошли. Садимся в засидку и смотрим. Снег у нас начался после 10 и к полуночи накрыл все плотным одеялом. Волк пришел после 3 ночи и начал рвать телка. Он мороженый, плохо поддается. В течение 40 минут с ним возился, а потом ушел. Появился к 6 утра. Жрать-то хочется, и еще с большим азартом начал его рвать и жрать. Выгрыз шею и в 7-10 утра оторвал ногу с лопаткой и ушел. Но теперь моя задача его перевидеть раньше, чем он меня, чтобы подстрелить. Ну и, соответственно, забрать. А стаи так и нет. Может и стая сегодня появится. Посмотрим. Стая из 3 голов. А этот одиночка шатается. Ну все, сейчас я поставлю с 2 сторон тут фотоловушки. Может они что-то поймают. И буду садиться в засидку. Вот такая наша задача сегодня. Перевидеть раньше его, чем он меня. И выстрелить. Одну фотоловушку я сейчас поставлю вот здесь. Чтобы она вот этот переход видела. И что по дороге будет бежать. Отошел чуть-чуть от своего места. Вот волчиха следы. Вот он обходил как раз вот по этим местам. Мое место засидки. То есть он контролировал всю ситуацию. Пришел, убедился, что меня нет. И спокойно пошел жрать. Вот здесь на дороге я поставлю вторую фотоловушку, чтобы она контролировала вот эту дорогу. Я уже раньше здесь ставил. Зайцева она здесь ловила. Ну все, загорелось. Закрываем, пусть стоит. Вот теперь вот этот у меня вид из окна моей засидки. Все, сидим, тишина в студии. Как только стемнело, на приваду пришел черный кот. Ничего не боится. Это плохой признак. Значит, волками здесь и не пахнет. Прошел мимо меня, посмотрел и ушел по дороге. Обе фотоловушки его поймали. Причем все это делал спокойно и уверенно. Справа, со стороны балки, по дороге на переход, пробежал сначала один заяц, потом другой. Причем оба отметились на обоих фотоловушках. Правильно я их поставил. 2 часа ночи. Никого и ничего. Видимо, у волков начался гон, и они за волчицей, видать, ушли в другие места. В 4 утра еще один зайчик помаячил передо мной. Больше никого. Ну что, в 7 часов утра волк так и не пришел. Скорее всего, всю ночь предыдущую жрал. Может, сыт, а может, вычислил меня. То есть мне предстоит бороться с ним и бороться. Как его накрыть, я не знаю, уже переехал в другое место. Спрятался в лесополосе. Все равно не помогло. Всю ночь просидел, волка не было. В общем, он или вычислил меня, или просто в предыдущую ночь нажрался, но не пришел. Думал, под утро придет, потому что в предыдущую ночь он до 7 утра жрал, начало 8. Поэтому как бы сидел, ждал. Ну, не знаю, снимаю свои фотоловушки. Вот такая у меня всеночная была. Кто выдержит? Вам слабо так? 5 часов вечера сесть и в 7 утра, начало 8 встать. Вот так вот мы волка добываем. Еду домой, такой морозец был. Так что посмотрел в машине, какой мороз. А я в засидке своей корячился. Как вот так вот можно выдержать? Приехал через день. Пройду, посмотрю. Ну все без изменений. По-моему, никого не было. Ну сейчас посмотрю фотоловушку. Так.
Около 6 утра на приваду подошла лисичка, жрать не стала, покрутилась, отметилась и ушла. Скорее всего, волки ушли, но посижу до полуночи. Все равно пища-то есть, замануха есть, все должно быть нормально. Ставим фотоловушку на место, пусть наблюдает. Да, очень жаль, что никого не было, но одна радость, что, значит, не проголодались волки и сегодня обязательно придут. Так что будем ждать по-любому. Тем более, что в засидке я устроился чуть поглубже в лесополосе, в 10 метрах, так что волк меня не увидит. На старом месте. Причем внимательно смотрит на то место, где я сидел раньше. Наверняка обходит приваду против ветра. Ну, посмотрим, что будет дальше. Точно. Обошел, пронюхал все и против ветра потихоньку пошел на приваду. Хорошо, что небольшой снежок притрусил меня в своей засидке, и я слился с окружающей природой. Потом он еще раз посмотрел и не заметил меня. Потом спокойно и уверенно пошел на приваду. Теперь можно дождаться, когда он найдет до фотоловушек. Все-таки осторожничает. Опять смотрит в мою сторону. Давай, 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 двигайся потихоньку. Не стой. Все, пора, а то сбежит. Посмотрите, как поймала этот момент моя фотоловушка. Попадание явное. Кровь с него хлыщет, поэтому ляжет. Стрелял по волку, но он рванул посадку. Сейчас пойду посмотрю, что карабин беру на всякий случай. И пойду, потому что кто его знает, зверь и зверь. Это мы уже проходили. Ну, сейчас будем искать. Хорошо, снежок помогает. У нас на Кубани очень редко такое бывает. О, вот это я и видел, что отсюда с него прямо брызнуло хорошо. Очень редко такое бывает, ну и как раз мне и помогло. О. Ну, сейчас пойдем в лесополосу. Снег, мороз строгает, то мне его искать придется всю ночь, наверное. Хотя должен лежать. Пошел по лесополосе. Здесь он уже сунулся. Перешел на ход и пошел. Так, что-то его потянуло в канал. Наверное, скоро завалится. Потому что обычно, когда шататься начинает, потянуло его вниз. Неужели ушел на ту сторону? Потихоньку спускаюсь вниз. Вытаскиваем его отсюда. Так, ну как говорят, потянул за голову, за ногу потянул, да? С большим трудом, вытаптывая каждую ступеньку, вытаскиваю его из канала. Причем приходится даже пробуксовывать на месте. Но, как говорят, своя ноша не тянет. Поэтому это приятная и заслуженная работа, которая приносит полное удовлетворение.
Это как итог большой и кропотливой работы. Ну вот дотащил до машины. С лесополосы все гружу и едем домой. Хороший волчок. Где-то прошлогодний переярок. Ну отлично. Волчок, вот тебе прошлогодний. 200 метров по кустам, по траве, по лесополосе. Вот, ну слава богу, нашел. Видать, силы его покинули, его уже занесло в канал и в канал упал. Там и остался. Вот так вот. Ну, попадание как бы по месту, но и слабое за сердцем, вниз живота. Вниз грудной клетки, по диафрагме как раз. Поэтому у него силы были от метров около 200 он прошел после выстрела. Понятно, что никуда бы не ушел. Но все равно, как говорится, нашел. Целый час лазил, но нашел. Ну, слава богу, можно ехать домой. Наступили морозы, и я опять устремляюсь по своим волчьим делам. Проверять фотоловушки. Через 3 дня после добычи волка, которого лазил по посадке, искал, приехал на приваду посмотреть, что здесь у нас. Но в эти дни были большие морозы, до 14 градусов. Для Кубани это большие морозы. Поэтому, посмотрев, что здесь, оставил фотоловушку. Сейчас ее сниму, а другую поставлю. Будем наблюдать. Если волки приходили, то надо думать. Хотя осталось, по моим расчетам, еще стая из 3 волков, которые именно ходят здесь. И просто жрут моих телят. Зайдут раз-два, и телка нет. Поэтому осталось их вычислить и попытаться добыть. Тут по дороге, правда, техника какая-то ходила, трактора. Что они здесь делали, посмотрим. Ну, фактор беспокойства может быть. Кормили, подкармливали пшеницу, как раз февраль месяц. В это время у нас озимую пшеницу подкармливают, поэтому техника ходила и рассыпала удобрения. Ну, телята без изменений, ни одного следа. Жалко, стаи нет. Ну и все. Тут у меня стояла вот эта фотоловушечка. Сейчас ее сымем, поставим другую. Так. Так, эту снимаем. Да, ночных файлов вообще нет. А днем сороки делают свое дело. Вот. И пусть она теперь наблюдает. И ждем, когда начнется трапеза. Конечно, так хорошо было. Приехал, привада поедена. Зверь ходит, так удобно и хорошо было стрелять. В целом на этой приваде уже добыто в этом охотничьем сезоне 4 зверя. Вот, ну 3 по моим расчетам ходит. Как получится, я не знаю, потому что сейчас идет гон у волков. Скорее всего, где-то они шатаются. Ну, жрать захотят и придут. Ну, короче, наблюдаем за этой привадой. Вот. И поедем на следующую. Зайцев в угодьях после охоты осталось достаточно. Бегают даже днем. А мы поедем на другую приваду. Посмотрим наличие волка там. Еду на свою вышку. Надо проверить, волк сюда пришел или не пришел. Если нет, то придется шакала стрелять. Но на дороге ни одного шакалевого и волчьего следа нет, который ведет к приваде. Но по-любому здесь тоже ставлю сейчас фотоловушку. И пусть она наблюдает на этой дамбе. Да, ставлю вот так, чтобы она как раз стреляла на этот перекресток и ту дорогу захватывала. Сейчас перетягиваю вещи наверх и буду наблюдать. Сижу на своей вышке и жду шакала, волка. Ну, кто придет, тот и придет, потому что обстановка по шакалу ухудшилась, нападение рядом хутор находится, и люди попросили потихоньку их зачищать. Вот сегодня приехал, как получится, так и получится. Что придет, то и буду стрелять. Двойная цель. И помочь жителям убрать этих шакалов. И подготовить место для волчка. Вот так я выгляжу в своем мешке для охотника. По морозу я его одеваю. Такая вот красота. Полностью залажу в него. И получается, как будто я сижу в термосе. Ну, посмотрим, как он сегодня себя проявит. Сегодня до минус 12. Посмотрим. Я думаю, что все будет нормально. Привада 97 метров.
Вот те скаты лежат фермерские, негодные. 110 метров он хотел убрать их. Я говорю, нет, пусть все лежит как есть. Потому что зверь привык к этим скатам. Если ты сейчас что-то нарушишь, то он поймет, что тут были люди. Поэтому пусть они лежат. И мы наблюдаем. Откуда сегодня придет зверь, я не знаю. Тот раз по дамбе приходил. Сейчас не знаю, видишь, по дамбе следов нет. Вон там дальше водонапорная башня. На ферме стоит. А за фермой в 2 километрах хутор. Так что сидим, ждем. С наступлением темноты со всех сторон полезли зайцы. Фотоловушка на перекрестке поймала сначала одного, затем второго, потом третьего. Несмотря на крепчающий с каждой минутой мороз, они перебегали по дамбе и на ту сторону, и оставались на поле озим. Зайцам было все равно. Они резвились и играли. Ни шакалов, ни волков не было видно. Видимо, привада замерзла. Они не могли ее разрыть и отсиживались в камышах. Поэтому зайцы себя чувствовали в безопасности и полностью отдавались своим любовным играм. Время к часу ночи. Я сам уже начал подмерзать и поэтому потихоньку начал собираться домой. Не подыхать же тут на вышке от мороза. Подъезжаю к своей вышке, посмотреть следочки и посмотреть фотоловушку. Один шакал пришел, поковырялся. Вот, волка нет. И отсюда шакал потоптался, значит, приходили оттуда. Ну, сейчас фотоловушку сниму, посмотрю, что к чему. 2 дня назад я просидел здесь ночь. Не ночь, до часу мерз, как собака. Спустился вниз. Никто не пришел, даже не шакала, ничего. Завел как ничего, нормально все, до хутора еле доехал, и машина начала дергаться. Ну и, короче, солярка застыла, минус 17. Вот такая у нас солярка на Кубани. Минус 17. Хорошо, я до фермера успел дотянуть, бросил там машину, он отвез меня домой. И вот это через 2 дня я приехал посмотреть. Ну, по следам волчка нет, поэтому надо сворачиваться. И будем ждать волка. Тут еще месяц до конца охоты, может и появится. Ну, пока я фотоловушку снимаю. Ну и посмотрим заодно, что тут и как. Выключаю и сворачиваемся. Вот так вот. Сначала один появился, потом второй, потом оба появились на приводе, а я их ночью жду на вышке, мерзну. А они спокойно пришли на следующий день, после обеда, дождались, когда привада чуть оттает, чтобы можно было оторвать от нее хоть кусочек мяса или просто погрызть на месте. Шакалы оказались умнее, чем я, поступив так. Хорошее место, вышка очень удобная. Зверь не слышит меня по любой погоде, но волчицу забрали и все, волка нет. Ну, пока ходят одни шакалы. Ну, через пару недель можно приехать посмотреть, конечно, что тут ходит, не ходит. Ну, спасибо этой вышке за то, что предоставила красивую охоту, которую я вам показал в предыдущей серии. Сейчас поехали в другое место. Снежные и морозные зимы, особенно в феврале, в марте месяце, мы проводим обязательно подкормки диких животных и птиц, чтобы как-то их поддержать, особенно фазанов. Сейчас мы покажем, как это делаем. Валера, смотри, сколько фазаник следов здесь. Да, вот тут, наверное, может... Вот здесь мы, наверное, как раз и подкормим, блядь. Согласен ты или Да, нет? может не обязательно на подкормочной площадке. Она у нас вот рядышком. Да. Вот, ну давай здесь подкормим, наверное. Смотри, тут место какое хорошее. Прям оснащено фазаном. Все фазаном вытоптано. Давай вот сюда, наверное, и будем высыпать. Все, давай. Как раз щас- это то, что щас надо. Сюда несу. У нас в охотничьих угодьях около 50 подкормочных площадок, но в зимний период, именно в такой зимний морозный период, мы стараемся высыпать не только на подкормочных площадках, а на вот таких вот местах, где больше присутствуют птицы, вот именно фазана, может быть даже зайца. И вот в этих местах мы просто высыпаем на снег. Эту работу проводим в основном
снежный период, когда птице трудно доковыряться до кормов. Вы можете представить, если я шакала жду на вышке, жду, когда он придет, а он приходит днем, когда после обеда, когда привада чуть-чуть оттает, и тогда начинает жрать. То есть зверь тоже приспосабливается к местным условиям, к снежным, к зимним условиям и жрет даже днем. То есть вот такой нонсенс я увидел. Ну и в это время мы, конечно, вот эти проводим вот эти мероприятия по подкормке различных птиц. Это нормальная наша работа. Ты смесь даешь, да? Сыпем пшеницу, вот, с семечкой. Ну, Самое то, что да, фазанам тяжело. предпочтительно семечко. Да. Так Вот что любят, конечно. Ну, Конечно. пшеничка для пшеничку с белково-растительных кормов. Блин, да. семечкой, да. Растягивай, чтобы побольше птицы пришло. Ну вот рассыпали, Валер. Вот такая смесь, да? Да. Вот такая смесь, которую фазанчики любят кушать, да? Именно Да, вот вот такой это буквально на полдня им сейчас будет. Да, посмотрим. Полдня, Да, не полдня, через но завтра придется или Да, послезавтра. как Через завтра пару бы. дней точно придется Да, приезжать. будем еще вести. Возим, кормим, занимаемся, работаем. И сколько Работаем вот, много. Валер, сколько Я, ориентируешь? ну, в этом году уже мы где-то в пределах, наверное, около 2 тонн. Тонна 700, тонна 800 уже вывезено. А сколько еще вывезем, это неизвестно. Как Не, будет ну погода. по необходимости. По Да, необходимости будем. как будет погода, Юрий Юрьевич? Если снег растает, значит, нам легче, меньше привезем. Если снег еще упадет, еще будем возить. Всё Благо понятно. у нас фермера, спасибо им большое за поддержку. О, как раз семечко. Семечко для фазана. Вот, и пшеничка, самое то. Вот это и мы будем поддерживать. Сейчас вот в одном месте высыпали. Сейчас еще, наверное, куда-то поедем, да, Валя? Ну, конечно, да, у нас еще 3 площадки. Все отлично. Ну, давай еще в одно место съездим, посмотрим, покормим. А здесь, наверное, поставим фотоловушку. Так, ну что, фотолушка поставлена, все включено. Ну, ждем результата. Площадкой порхали сейчас. Так, Валера тащит еще мешочек. Давай. Высыпай, посмотрим здесь где-то. Стараемся высыпать, да, в укромных местах таких. Для того, чтобы птица питалась, нужна тишина. Правильно, Валя? Да. Нужна тишина, чтобы ее мало кто беспокоил. Ну, здесь я смотрю и зайчьи следы, и зайчик приходил. Может, он как раз придет и поковыряться. То есть Да, может- тут у нас и зайчик бегает, вот, и курочка приходит, и уточка будет здесь покормиться. Вот. Ну, в основном фазан. Кому сейчас тяжело, это только фазану. Потому что фазан, он оседлый, он далеко не улетает, он кормится в этих районах. Утка-то может улететь и где-то найти на силосной яме, там корм себе и все остальное. Вот так. О, как раз нормально будет, да. Прошло 2 дня. Решили мы проверить наши фотоловушки. И что тут у нас? Тут тоже развернули хорошо. Все поели. Отлично. Ну, во всяком... А, тут живность была. Ну давай, снимай фотоловушку, посмотрим, что она покажет нам. А вот и зайчик ходил, да. Заяц будет. Ну все, поехали. Отлично. Поехали. Буквально через полчаса после нашего отъезда на кормушку пришел фазан со своей семьей, со своими курочками. Нахохлился, надулся. В тот день было холодно, мороз до минус 12, но это не мешало ему наблюдать за своими подругами. Подошло еще несколько курочек. Он успокоился и вместе с ними начал кормиться. К обеду на кормушку собралось больше десятка курей. В чем причина? Скорее всего, после охотничьего сезона петухов подсократили, а курочек осталось большинство. Но ничего, петухи вот начнут таковать скоро и распределять самочек между собой. А вот и сойка тоже пытается найти для себя что-нибудь съестное и поживиться чем-нибудь. На запах птицы пришел на кормушку
и степной хорек. Обошел, пронюхал, ничего не нашел и ушел. Зайчик тоже с удовольствием посещает кормушку. Тут и пшеничка, и семечко. Хорошая корма для поддержки в зимний период. Зимняя подкормка выручает многих птиц. Сюда приходят и фазаны, и сойки, и все вместе мирно копошатся на кормушке. В этом месте после охотничьего сезона зайцы чувствуют себя в безопасности. Даже днем самец ухаживает за самкой, вместе бегают, играются и чувствуют себя прекрасно. А сейчас посмотрим, что у нас происходит на другой кормушке. Вытаскивай. Отлично. Ну тут явно, что тут что-то было. В более открытых местах на кормушку, кроме фазанов, слетаются все. Это и грачи, серые вороны и сороки. Подкормка выручает всех. Вообще, в наших угодьях птицы и зверя осталось достаточно, чтобы получить хорошее потомство, необходимое для проведения охоты. Благодаря проведению таких биотехнических мероприятий в наших угодьях численность дичи сохраняется, в результате чего наши охотники удовлетворяют свою охотничью страсть в полном объеме, добывая эту дичь. Вот моя вышка стоит. После снега и морозов началась сильная оттепель. И я пешком иду вот с асфальта тут где-то 1,5 километра, чтобы прийти на свою вышку. Ну, потихоньку и двигаю. Сейчас, может быть, дойду и залезу на свою вышку, буду ждать. Сейчас посмотрим, что здесь, прежде чем садиться. Но, как обычно, на приваду приходят шакалы, причем приходят под утро и едят до самого рассвета. Ну вот я на своей вышке, на своей приваде. Как обычно у нас на Кубани бывает, вместо минус 17 сейчас плюс 3. И всю ночь плюс 3, без мороза, без ничего. Ветер поднимается. Ну, посижу хотя бы до полуночи, а там посмотрю. Охота пуще неволи. Так нам и надо, охотникам. 2 курочки вышло и пасутся по дамбе. Поздновато, тут уже пора зайцам бежать, да шакалам. А тут, вон и 3 вышла. Отлично. Вот так вот. Голуби усаживаются на ночевку. Дикие голуби, витютень или вяхери. Они у нас в конце января, февраля как раз вот зимуют. Стаи большие могут быть до 1000 голов. Голуби подлетали и присаживались на деревья до поздней ночи. Уже, как обычно, первым прибежал ко мне зайчик. Остановился, почистил ножки от грязи. Подумал и потихоньку поковылял прямо ко мне под вышку. Да, здесь у них основной переход. Вот он. Давай. На приводу иди. Ушел. Какой-то зверь пришел половине 12-го. Постоял, посмотрел, на ветер крутит, скорее всего, накинуло ветром. И он ушел в лесополос. Досидел до 2 часов ночи. Пора уходить домой. Все, конец охоте. Я снова на своей вышке. Ту ночь отсидел, никто не пришел. Какой-то зверь вышел, постоял и ушел. Ну, я раз понял, что ветер не тот дует, поэтому думаю ждать хорошего ветра. Сегодня ветер северо-восток, тот, что надо. Приехал посмотреть, что тут крутилось. Ну, и поменяю фотоловушку. Что приходило, посмотрим сейчас на фотоловушке. Следов очень много. По грязи в основном. Фотоловушка сейчас покажет. Ну, сейчас я просто поменяю фотоловушку. Одну на вторую, да и все. И посмотрим. Вот так. Все. Пошли смотреть. Ну что, фотоловушку посмотрел, ходят 2 шакала, как обычно, также питаются, растягивают.
Ну, мирно. Скорее всего, это уже семья, самка и самец. Вот, волчка нет, хотя при обходе поля вокруг нашел старые следы волка. Значит, сегодня надо садиться в засидку, и может мне повезет и придет волчок. К вечеру прибываю к месту охоты. Начинаю восхождение. Хоть я и не любитель всех этих гор и всех прочих, но никуда не деться. Надо залазить. Ну все, я в своей засидке. Сижу, наблюдаю. Куртку снял, потому что у нас плюс 13. Пока дошел, пока поднялся, уже и жарко стало. Вот такая погода на Кубани, так что... Ну а шакалы ходят, их надо бы добрать. Ветер сегодня уже нормальный, дует на меня. Так что всем удачной охоты. Будем вместе с вами наблюдать за своей привадой. Кто-то фазана побеспокоил. Может, уже и зверь двинулся ко мне. Будем ждать. Шакалы рядом воют. Кто-то лезет по камышу, уток подымает. Слышно, трещит. Да, это самочка. Присела, отметилась, пошла дальше. Еще один вылез. Скорее всего, это самец. Осторожный, обнюхивает все. И вдруг уставился прямо на меня. Прочувствовал. Все, пора стрелять, а то сбежит. Один готов. Второй сбежал. Убедился, что лежит. Пора собираться и спускаться с горы. Так, ну пошли посмотрим, что здесь у нас. Что здесь у нас. О. Шакальчик. Да, самец. Отлично. Отлично, самечек. А самочка убежала. Ну и хорошо. Забираем его. Потихоньку тащу его до машины. Слышу, камыши трещат. Ну, я карабин включил, смотрю, вылезла самочка из камыша. Прямо метров 30 от вышки внизу. Пошла на поле, покрутилась. Потом вижу, еще слышу, трещат, вылез самец. И побежали к приваде. Ну, я потихоньку держу, думаю, что фотоловушка сработала. Они до привада не дошли, а наоборот отошли. Самец уставился на меня явно, что он меня вычислил и видел. Я не знаю, как по такой темени, тем более уже туман, он вычислил меня. Вот, ну, пришлось стрелять. Ну, слава богу, добыл. Кстати, приехал через 3 дня, посмотрел фотоловушку, никого нет.
значит, самка шакала ушла в какие-то другие места. Здесь, в этом месте, охоту на волка шакала сворачиваем. Но это не означает, что охота на шакала и волка заканчивается. Переезжаем в другие места. Охота в России, охота на шакала и волка продолжается. Всем добра! Друзья, кому-то из вас достанется этот автомобиль. Прямо сейчас залетайте в телегу, вся информация там.